Во время космических путешествий мы часто осматриваем потрясающие достопримечательности, отдыхаем в уникальных местах. Чего стоит знакомство с туманностями-призраками, похожими одновременно на планеты и звезды, или химерами, состоящими одновременно из звезд и черных дыр. Круто, конечно, просто любоваться на такие космические чудеса и делать селфи на их фоне. В этот раз все будет иначе. Может, не так красиво, но не менее привлекательно. Давайте представим себя на месте тех, кто технически делает возможным наш полет. Поработаем заправщиками на орбитальных АЗС, займемся ремонтом спутников, зондов, кораблей, да и еще сядем за руль космического буксира и узнаем, легко ли развозить по орбите грузы. Словом, надеваем скафандры, перчатки, шлемы, берем чемоданчики с необходимыми инструментами и вперед. Стрелки часов приближаются к началу рабочего дня. У космонавтов все четко, так что опаздывать не стоит. Что выберем первым рабочим местом? Космическая отрасль с самого начала столкнулась с необходимостью ремонта и профилактики различных летательных аппаратов прямо в пространстве вне Земли. Ремонтная база в космосе развивается уже несколько десятилетий и имеет немало положительных наработок. Так что готовим инструменты и вместе с космонавтами займемся починкой тех искусственных объектов, которые вращаются на орбите. Какие из них с возрастом уже несколько обветшали и требуют помощи? Несомненно, поддержка нужна Международной космической станции, которая путешествует по орбите с 1998 года. За это время ее не раз приходилось приводить в порядок. Давайте отправимся на МКС и осмотрим ремонтные мастерские. Ничего грандиозного мы там не увидим. Все очень компактно и продумано, до мелочей. Место приходится экономить. Рабочая зона технического обслуживания Международной космической станции похожа на обычный верстак, или скорее складной стол с двумя съемными рычагами. Главное, она обеспечивает жесткую поверхность для выполнения различных задач. Это важно в помещении с низкой гравитацией, где незащищенные предметы просто плавают по воздуху. В рабочей зоне также есть специальная система для поглощения любых мелких частиц, которые образуются во время ремонта. Вместе с ней верстак способен вмещать продвинутое оборудование для обслуживания МКС. Использовать его поможет система сдерживания в условиях невесомости, которая тоже входит в комплект. Она может быть прикреплена к самому верстаку, привязана к стойкам или даже к члену экипажа, который занят ремонтом. Кроме того, мастеру помогут дополнительные элементы зоны обслуживания, облегчающие настройку и использование оборудования. Есть и механизм принудительной блокировки, который предотвращает травмирование персонала острыми углами, выступами верстака или объектов ремонта. Несмотря на простоту мастерской, в ней проводят разнообразные и порой очень сложные работы. Но насколько бы важными они ни были, самый значимый ремонт происходит в открытом космосе. Там, например, нужно периодически обновлять орбитальные сменные блоки. Это элементы Международной космической станции, которые можно легко заменить по истечению срока службы либо поломки. Примерами подобного оборудования являются насосы, контроллеры, антенны, аккумуляторы. Некоторые из этих блоков можно заменить с помощью роботизированных рук, но так бывает не всегда. Зачастую требуется выход в открытый космос. Как это происходит? Мы во всем разберемся, приняв участие в одной из миссий. Надеваем скафандры, берем все необходимые инструменты, открываем шлюз. И вот мы в космосе, причем не просто на прогулке. Нам нужно работать в экстремальных условиях. И если у кого-то мурашки пробежали по спине, то такую реакцию понять легко. Хотя на самом деле все будет происходить не так, как кажется, потому особо беспокоиться не стоит. Это совсем не похоже на отчаянную попытку починить машину, пока она едет по дороге. Воздуха снаружи нет, так что нас не сдует. МКС не вибрирует, не попадает в ямы и выбоины. Она спокойно и бесшумно движется почти в полном вакууме.
разогнавшись до 7,66 км в секунду. Астронавты летят с той же скоростью, что и она. Иными словами, хотя станция очень быстрая по отношению к Земле, мы будем просто плавно плыть вокруг нее. При этом высокая скорость в пространстве не ощущается так, как на Земле. Мы ее вообще можем не заметить. И если есть определенные навыки, один выход за пределы МКС даст возможность провести сразу несколько ремонтных работ. Так недавно поступили американские астронавты Ник Хейк и Суни Уильямс. Они провели 6 часов за пределами МКС, приводя в порядок обсерватории NICER и AMS. NICER – рентгеновская обсерватория, которая позволяет наблюдать за нейтронными звездами и проверять огромное число теоретических моделей их недр. AMS представляет собой физический прибор для изучения состава космических лучей, поиска антиматерии и темной материи. Непростые задачи. И оборудование для их решения, конечно, очень сложное. Его ремонт приходится проводить с большой осторожностью и ювелирной точностью. Сначала Ник Хейк привел в порядок прибор для изучения внутреннего состава нейтронных звезд. Затем с Суни Уильямсом они осмотрели альфа-магнитный спектрометр. Общими усилиями космонавты также быстро выполнили свою общую главную задачу – заменить узел гироскопа, который помогает поддерживать ориентацию станции. С помощью специальных электроинструментов команде удалось быстро демонтировать неисправный блок и закрепить на его месте новый. После этого космонавты разделились, и Хейк направился к рентгеновскому прибору NICER. Тем временем Уильямс использовал готовые заплатки для покрытия областей, где оптический свет просачивался в эту обсерваторию. Утечка в нескольких светоблокирующих фильтрах оказала негативное влияние на точность исследований. После установки заплаток обсерватория возобновила рентгеновские наблюдения в глубоком космосе. В свою очередь, Хейк заменил отражатель, который используется для стыковки космических кораблей с МКС. В конце миссии Хейк и Уильямс снова объединились для работы над другим астрофизическим прибором. Команда осмотрела зоны доступа и соединительные инструменты рентгеновской обсерватории, а также детектора космических лучей. Теперь это ценное оборудование в отличной форме и помогает астрономам узнавать новые тайны Вселенной. Китайские астронавты провели в открытом космосе еще более длительный ремонт. В течение 8 часов они приводили в порядок солнечные панели орбитальной станции Тяньгун. Работали над этим члены экипажа миссии Шэньчжоу-17 Дзянь Синьлинь и Тан Шэньцзэй, которые второй раз вышли в открытый космос. Чтобы отремонтировать панели, астронавты покинули станцию через шлюз одного из 3 модулей станции под названием Вэньтянь. Третий участник миссии, Тан Хунбо, в это время оставался внутри. Он занимался поддержкой ремонтных работ, используя внешний роботизированный манипулятор станции. Астронавты провели полный ремонт и профилактическое обслуживание солнечных панелей. Это было нелегкой задачей, поскольку конструкция занимает большую площадь. Хотя она считается очень надежной и эффективной, но время от времени подвергается разрушительной бомбардировке целого роя микрометеоритов. После этого устройствам для сбора солнечного излучения чаще всего требуется ремонт. Кроме космической станции, мы найдем на орбите и в ближнем космосе много других искусственных объектов. В их число входит несколько телескопов, таких как Кеплер, Хаббл, Джеймс Уэбб. В отличие от наземных обсерваторий, в небе им не грозят атмосферные помехи. В результате космические обсерватории имеют возможность дальше заглянуть вглубь Вселенной. С их помощью астрономы получают изображения гораздо большей яркости, четкости и детализации, чем снимки телескопов с подобной оптикой на Земле. Но, как и все сложные приборы, космические обсерватории требуют профилактики и ремонта. Как специалисты проводят их починку в открытом пространстве? Давайте посмотрим на примере Хаббла. Этот верный помощник астрономов достиг почтенного возраста. Ведь он запущен на орбиту еще в 1990 году. За это время Хаббл провел более 2 миллионов наблюдений.
которые значительно расширили наше знание о Вселенной. Конечно, более 3 десятилетий аппарат не мог работать без профилактики и ремонта. Для этого специально обучали космонавтов, которые затем проводили необходимые работы на орбите. Одновременно они усовершенствовали Хаббл, оснащая его более мощными инструментами. Если брать в целом, то за все время обсерваторию 5 раз ремонтировали и модернизировали в открытом космосе. С этой целью астронавты в общей сложности провели на орбите 57 дней. Все работы приходилось делать в громоздких скафандрах и жестких перчатках, в некомфортной опасной среде. Там сложно использовать даже обычные хозяйственные приборы. Кроме того, из-за невесомости инструменты часто улетали в космос. Но это было в начале. Затем инженеры смогли адаптировать к космической среде все нужное оборудование, которое применяют астронавты. Так, учитывая опыт первых миссий, в НАСА разработали прибор, очень похожий на механическую отвертку, только с определенными улучшениями. Ему добавлена возможность предварительно устанавливать скорость, количество оборотов, направление и функции для каждого отдельного задания. Также он позволяет проводить записи, которые пригодятся при повторной работе на том же участке. Этот инструмент впервые был использован во время второй миссии обслуживания Хаббла. Теперь он стал стандартом для ремонта в космосе. Одну из таких работ в НАСА показали на видео. Прежде всего, мы можем увидеть, как астронавтов готовят к сложным условиям на орбите. Для этого в космическом центре имени Линдона Джонсона и в Центре космических полетов имени Маршалла в резервуарах для воды создали точные копии Хаббла. Там астронавты совершенствуют технику выполнения своих задач. Если выход в открытый космос планируется на 6 часов, астронавты должны выполнить работы в резервуаре с водой за 4,5. Участник 3 миссий Джон Грюнсфельд вспоминает, как в течение года каждый вечер упражнялся на подробной копии блока управления питанием. Он изучил каждый прием, который планировалось проверить на орбите, все особенности ключа круглых размеров, прокладку кабеля, даже контакты и гнезда каждого разъема. Такая тщательная подготовка во многом обеспечила успех миссии. После тренировок Грюнсфельд успешно заменил блок во время обслуживания Хаббла. Его работа также касалась анализа вибраций от реактивных струй. Их неправильные частоты, как оказалось, могли повредить или даже разорвать космический аппарат. Неполадку удалось быстро устранить. Кроме того, во время миссий астронавты часто держались за различные части телескопа, используя их в качестве перил. Это приводило к отслоению краски от Хаббла. Как следствие, возник риск загрязнения деталей телескопа. Проблема была решена установлением ограничительных элементов. Ремонт многочисленных спутников на орбите тоже вполне реальная и очень нужная история. Исследователи активно движутся в этом направлении и в настоящее время разработали различные проекты орбитальных ремонтных станций. Так, сейчас новый космический аппарат под названием ОСАМ-1 оснащают специальными манипуляторами и необходимым оборудованием. С помощью этих инструментов ОСАМ-1 будет проводить ремонт и заправку спутников. В дальнейшем НАСА планирует усовершенствовать подобные аппараты. Тогда они смогут творить настоящие чудеса. Зонды будут самостоятельно создавать новые объекты в космосе. Хотя, конечно, здесь не обойтись без руководства специалистов с Земли. Первое испытание ОСАМ-1 должно состояться уже в 2026 году. По плану, роботизированный аппарат отправится к спутнику Landsat-7, который находится на околоземной орбите с 1999 года на высоте 705 километров. Он проведет ремонт и модернизацию спутника, заправит его топливом и отправит на другую орбиту. Дело сложное и требует тщательной проработки вплоть до очень мелких деталей. Для этого будет проведена испытательная миссия со 122 килограммами топлива на борту. Горючий космический аппарат должен передать Landsat-7 с помощью манипуляторов и специальных шлангов. Процесс дозаправки произойдет на скорости примерно 26 тысяч километров в час, с которой будут двигаться аппарат и спутник.
ОС-М1 оснастят несколькими камерами, необходимыми для ориентации и принятия правильных решений. Еще камеры позволят специалистам следить за происходящим с Земли, давая подсказки космическому роботу. В настоящее время в НАСА занимаются созданием всех необходимых приборов для аппарата. Также планируется проверить способность ОС-М1 создавать в космосе различные объекты. В частности, ему предстоит собрать на орбите 3-метровую антенну связи и сразу передать сигнал на Землю. Кроме того, космический робот с помощью своих манипуляторов построит 10-метровую легкую композитную балку. Со временем в НАСА надеются создать целый флот подобных аппаратов, которые станут основой для будущей колонизации Солнечной системы. Умелые и неутомимые роботы смогут строить базы, корабли и даже телескопы прямо в космосе, а затем ремонтировать их и заправлять необходимым количеством топлива. Эти сложные задачи, как мы убедились, решить в космосе очень непросто. Даже сравнительно недалеко от Земли. Спутники вращаются на околоземной орбите. Хаббл находится в 545 километрах над нами. А вот Вебб уже аж в 1,5 миллиона километрах. Невероятно далеко. И все же буквально в шаге, если речь идет о межзвездных зондах. 2 таких аппарата Voyager 1 и Voyager 2 практически полвека в пути и достигли границ Солнечной системы. Когда зонды запустили в космос, они направились к Юпитеру, Сатурну, Нептуну и Урану. Там Voyager сделали множество необыкновенных снимков и очень ценных для науки измерений. После облета планет на Voyager отключили камеры и некоторые другие приборы для экономии энергии. Однако оставшиеся устройства могли проводить исследования, отправляя результаты на Землю. Без особых приключений зонды добрались до границы Солнечной системы и достигли края гелиосферы, заполненной солнечным ветром. Конечно, за время пути у Voyager'ов не раз возникали проблемы. Например, еще в апреле 1978 года основной радиоприемник Voyager 1 вышел из строя. С тех пор он работает на резервном приемнике. Впрочем, не всегда можно перейти на запасной прибор, и оборудованию требуется ремонт. Но невозможно гоняться за зондами по окраинам Солнечной системы. Поскольку астронавты тут не помогут, специалистам приходится решать непростые задачи с Земли. Как им удается чинить зонды на окраине Солнечной системы? Вот самый свежий пример. Недавно телеметрия Voyager 1 стала отправлять на Землю неадекватные сведения. Телеметрия — это измерение и сбор информации для предоставления оператору или пользователю. При этом, несмотря на неправильные данные, аппарат продолжал удерживать антенну, направленной на Землю. Перед специалистами миссии встал вопрос, что происходит и как устранить неисправность. Они тщательно изучили ситуацию и выявили источник некорректной телеметрии. Оказалось, что сведения передавались через компьютер, который давно вышел из строя. Он и повреждал данные. Тогда была отправлена команда переключиться на правильный компьютер. После этого все наладилось. Но до конца причина сбоя не выяснена. И вообще, все проходило не так гладко, как хотелось. Ситуация осложнялась огромным расстоянием до аппарата. Сигналу с Земли требуется 22,5 часа, чтобы добраться до Voyager 1. Сыграл свою роль и его почтенный возраст. Большинство его конструкторов уже умерли, а остальные давно находятся на пенсии. Специалистам миссии приходилось играть роль техноархеологов, изучая документы полувековой давности и пытаясь понять логику их авторов. Потребовалось 5 месяцев, чтобы понять причину проблемы. Затем было принято решение о переносе кода с участка, который вышел из строя, в другие части системы. Это позволило вновь получать с зонда корректную телеметрию. Следующим шагом стало возобновление научной работы. Сначала инженеры направили Voyager'у команду, позволившую получить информацию с 2 из 4 все еще функционирующих инструментов. Среди этих устройств приемник плазменных волн и магнитометр. Удалось наладить и детектор космических лучей, а также прибор для измерения заряженных частиц низкой энергии. Теперь специалисты планируют осуществить и дополнительные работы, например, перепрограммирование часов в компьютерах аппарата. Кроме того,
Они дистанционно проведут обслуживание бортового магнитофона, который записывает некоторые данные прибора плазменных волн. Но в целом Voyager 1 уже вернулся к полноценной работе. И теперь все зависит от того, насколько у него хватит топлива. Ведь оно ограничено. В этом межзвездным зондам нельзя помочь, поскольку заправка в далеком космосе нам пока недоступна. Да, без космических АЗС при освоении Вселенной нам не обойтись. И уже сегодня возникла острая потребность в орбитальных заправках. Там вращается все больше спутников. Раньше это были в основном низкоорбитальные небольшие аппараты размером с холодильник или стиральную машину, а также кубсаты. Последние относятся к классу очень маленьких спутников, размером 10 на 10 на 10 сантиметров, при массе не более 1,33 килограмма. Со временем геостационарные спутники становятся больше и дороже, достигая габаритов и массы автобуса. Работа таких геостационарных автобусов заканчивается с исчерпанием бортового запаса топлива. Вот если можно было бы восполнить горючее, тогда жизнь дорогих аппаратов удалось бы существенно продлить. Хотя тут у многих из нас возникает вопрос. Зачем спутникам топливо? Они просто кружат по орбите и никуда не отлучаются оттуда в гости или по каким-то своим делам. Дело в том, что геостационарная орбита – лишь расчетная линия. В реальности на спутнике действуют силы тяготения Луны, планет, Солнца и других небесных тел. Это взаимодействие проявляется, например, в отклонении орбиты от плоскости земного экватора притяжением Луны и Солнца на 0,85 градусов за год. Вернуться на верный курс помогает корректирующий разгон аппарата до скорости 45 метров в секунду. Для конструкции массой несколько тонн это означает расход целых центнеров топлива. Его запас на 15 лет уже составит тонны. Спутник не может поднять такой груз и по окончании топлива отправляется на орбиту захоронения. Вместе с тем аппарат мог бы продолжить работу, дозаправившись в космосе. Да, на геостационарную орбиту вести груз очень дорого. Однако по подсчетам специалистов итоговый выигрыш оправдывает затраты. Подвоз топлива достаточно еще на десяток лет жизни большого спутника, окупился бы за 2-3 года. Собственно, эта идея не нова. Она возникла давно и удачно прижилась в военной авиации, став там стандартом. Возможность пополнить запас топлива в полете значительно увеличила дальность рейсов самолетов. Дозаправку в космосе применяли лишь для перекачки топлива с кораблей на борт орбитальных станций. Сегодня ее включают многие проекты по продлению жизни околоземных спутников. Космические АЗС также становятся ключом для программ полетов на Луну и Марс, а может и дальше. Удастся ли это осуществить? Сам процесс, кажется, не содержит особых проблем. Подогнал танкер к нужному объекту, состыковался с ним и скачивай топливо сколько необходимо. К сожалению, в пространстве не так-то просто открыть АЗС. Проблемы возникают одна за другой. Перекачка в космосе намного труднее авиационной. Во-первых, она требует виртуозной стыковки аппаратов, причем в необычных условиях безвоздушного пространства. Во-вторых, большую проблему создает особенность поведения топлива в баке при невесомости. Чтобы насос работал, горючее должно находиться прямо напротив его впускного отверстия. На Земле этому помогает гравитация, но на орбите ее практически нет. Там топливо просто плавает в баках как попало. Как придать горючему нужное направление? С этим можно справиться, если ускорить оба космических судна, корабль и танкер. Повышение скорости вытолкнет топливо в одну сторону бака. Теоретически так даже можно перемещать топливо с одного корабля на другой без насосов. Однако тут же возникает другая проблема. Она связана с тем, что ускорение меняет орбиту объектов. Конечно, есть способы решить и эту задачу. Не будем их досконально разбирать. Скажем коротко, по мнению специалистов, разгон кораблей вокруг их общего центра масс, а затем перекачка топлива может сработать. Однако неизвестно, какое влияние изменение центра масс окажет на процесс. Есть и другие моменты, осложняющие историю. Чтобы в них разобраться, нам придется заглянуть в топливные баки космических кораблей. Что туда заливают для передвижения по пространству и каковы свойства этого горючего?
Самое простое однокомпонентное топливо представляет собой одно вещество, которое разлагается в процессе работы на нагретые газы. При этом выделяется энергия, создающая тягу. Но температура здесь невысока и дает низкую эффективность двигателей. Гораздо больше энергии выделяется при химической реакции двух разных компонентов, образующих топливную пару – окислителя и горючего. При их взаимодействии смесь газов нагревается до 2500–3000 градусов. В отличие от горения топлива, при заправке важна физика, а не химия жидких компонентов. Придется учитывать плотность, вязкость, летучесть, упругость паров, теплоемкость и другие физические параметры. Основное деление топливных пар проходит по температурному классу. Очень холодные сжиженные или криогенные газы и жидкости с обычными температурами, то есть высоко кипящее топливо. Криогенной считается топливная пара хотя бы с одним охлажденным компонентом. Например, это классическая смесь керосин-жидкий кислород советских ракетоносителей «Союз». 3 главных двигателя Space Shuttle работали на жидких кислороде и водороде, охлажденных до низких температур. Космические силы США недавно профинансировали разработку орбитального заправщика, одной из подобных топливных пар для военных спутников. Не позднее 2026 года в рамках программы будет разработан прототип аппарата-заправщика APSR. Он планируется небольшим, размером с чемодан, массой всего 200 килограммов. Разработчики надеются, что этот мини-танкер выполнит задачи достаточно высокой сложности. Сначала он сам заправится топливом, которое состоит из гидрозина и керосина от АЗС, также висящей на геостационарной орбите. Затем перевезет и отдаст горючее спутнику с совместным заправочным портом. Далее танкер вернется на орбитальный АЗС для заполнения своих емкостей и полетит к другому спутнику. Повторение цикла позволит заправлять многие геостационарные объекты с помощью одной АЗС и танкера. Их количество можно увеличить, построив систему регулярной доставки топлива. Различные компании уже ведут похожие разработки для заправки гражданских спутников. Кроме уже знакомого нам OSAM-1, аэрокосмический стартап Orbit Fab готовит свой космический танкер. Его выведут на орбиту, которая на 300 километров выше геостационарной. Таким образом, танкер не помешает интенсивному движению спутников на этой оживленной трассе и в то же время будет находиться чуть ниже орбиты захоронения. Компания планирует осуществить первую заправку в 2025 году. Сначала Orbit Fab собирается использовать свой танкер в качестве заправочной станции для космических буксиров. В будущем в компании рассчитывают наладить прямые заправочные рейсы и для этого разрабатывают специальные космические корабли. Недавно Orbit Fab впервые назвала стоимость одной дозаправки геостационарного спутника. Она обойдется в $20 миллионов. За эти деньги на орбиту доставят до 100 килограммов гидрозина. Компания решила начать с такого топлива, поскольку оно активно используется в правительственных и коммерческих аппаратах. В будущем планируется работать с более широким спектром горючего и на других орбитах. В дальнейшем универсальные заправщики подобного типа откроют путь к большим экспедициям на Луну и Марс. Они будут поддерживать линии регулярной доставки грузов к этим небесным телам. Но как конкретно осуществить перекачку? Пока предлагается применить специально разработанные насосы с электромоторами. По расчетам ученых, расход энергии окажется не такой большой, как при работе других двигателей. Еще одну серьезную проблему представляет криогенность. Для долгого хранения сжиженных газов нужна хорошая теплозащита, а это неизбежно добавит космическому танкеру массы. Здесь хорошим решением станет использование в тандеме с теплозащитой холодильных установок нового поколения, легких и компактных. Питание для их работы обеспечит бесконечная энергия Солнца. Если надежно стабилизировать криогенную температуру, то компоненты топлива удастся хранить на орбите месяцы и годы, почти без потерь. Это особенно важно для организации космических АЗС над Луной и Марсом, а затем возле более далеких объектов Солнечной системы, где люди построят свои базы. Подобный проект «Голубая Луна» разрабатывает компания Джо Безоса, владельца Амазона, и аэрокосмической компании Blue Origin.
3 главных двигателя его пилотируемого взлетно-посадочного модуля запустят на топливной паре жидких кислорода и водорода. Сам аппарат будет курсировать между окололунной орбитальной станцией Gateway и базой на поверхности Луны. Голубую Луну хотят заправлять на окололунной орбите от транспондера, который доставит криогенное топливо к станции Gateway. Этот форпост возле Луны в США планируют запустить через несколько лет. Там горючее перекачают на борт Голубой Луны, которая перевезет груз на спутник Земли. Для удобства эта космическая АЗС будет состоять из 2 компонентов – танкера и буксира. И как раз на буксиры нам стоит обратить особое внимание. Они только кажутся второстепенными и достаточно неинтересными по сравнению с крутыми звездолетами и даже продвинутыми спутниками. Без буксиров, этих мощных и безотказных рабочих лошадок, космическому флоту человечества никак не обойтись. Какими внешне мы увидим эти небесные суда и что найдем у них на борту? Сам термин «космический буксир» был придуман в 1942 году Эриком Фрэнком Расселом в его рассказе «Опиши круг». Теперь так называют небольшие аппараты с мощными двигателями, оснащенные средствами для захвата другого космического корабля. Если буксир толкает свой груз, у него должна быть массивная пластина на носу для передачи туда тяги двигателей. В другом случае, чтобы буксир тянул груз за собой, его следует оснастить кабелями и лебедкой на корме. Тогда двигатели будут выстреливать назад под углом, который направлен мимо транспортируемого корабля. А вот когда речь идет о космическом судне с ядерным двигателем, все будет происходить иначе. Буксир и основной корабль в этом случае следует спроектировать для стыковки нос к носу. В противном случае ядерный двигатель подвергнет мощному вредному излучению буксир. Словом, есть много идей. Отрасль орбитальных буксиров, которая появилась лишь несколько лет назад, быстро развивается. Разные страны выводят в небо такие космические суда. Они пока небольшие, но каждый тягач по-своему интересен. В космосе сейчас находятся 2 космических буксира – MEF-1 и MEF-2, построенные американской компанией Northrop Grumman. Они удерживают на заданных геостационарных позициях спутники Intelsat 901 и Intelsat 1002, которые практически исчерпали запасы топлива. Эти буксиры стыкуются с уже запущенными спутниками для изменения их орбиты, увеличения запасов топлива и безопасного отхода отслуживших свое аппаратов с пути других. Они отличаются оригинальным инженерным решением. Вместо того, чтобы заморачиваться с открытием заправочных магистралей на спутнике сложными инструментами, МЭФ просто жестко фиксируется о маршевый двигатель и кольцо адаптера вокруг него у клиента. В результате буксир получает возможность перемещать и поворачивать цель своими двигателями. Слабое место подобных буксиров в том, что они одновременно обслуживают лишь один аппарат. Чтобы устранить недостаток, инженеры активно разрабатывают универсальный MRV. Он станет чем-то вроде Виагры для старых геостационарных аппаратов, продлевая их активную жизнь. Буксир будет служить не только тягачом, но сможет заниматься ремонтом, изменением орбит спутников. Аппарат оснастят парой роботизированных манипуляторов для выполнения всех необходимых задач. Как будут работать продвинутые буксиры нового поколения? По замыслу разработчиков на них установят 350-килограммовые капсулы для продления миссии. Капсулы выведут на переходную орбиту, а затем на электротяге они доберутся до геосинхронной орбиты и стыкуются с MRV. Затем MRV доставит каждую капсулу к нужному спутнику и, используя одну из роботизированных рук, прикрепит их к соплу двигателя клиента. После установки MRV спутник может работать в течение примерно 6 лет. Недавно инженеры завершили тестирование роботизированных рук для буксира в вакуумной камере. Сейчас они находятся на предприятии Northrop Grumman в ожидании установки на MRV. Запуск буксира запланирован на 2026 год. Есть также идея создать буксир, который будет не продлевать жизнь спутников, а их хранить. Космический гробовщик. Звучит не очень, однако, учитывая засоренные орбиты, это невероятно важно. Такие тягачи уже работают в небе над Землей. Недавно китайский буксир SJ-21 отвел навигационный спутник Compass G2 на орбиту захоронения.
Компас G2 был запущен в 2009 году и являлся одним из первых объектов китайской навигационной системы Бэйдоу. Аппарат вышел из строя до того, как его успели перевести на орбиту захоронения. Она расположена на 200-300 километров выше позиций геостационарных спутников и является кладбищем для отработанной космической техники. SJ-21 пристыковался к Компас G2 и увеличил высоту его орбиты. Затем SJ-21 отделился от клиента и опустился ниже, на свое прежнее место. Другие миссии, наоборот, предназначены для извлечения спутников с мест захоронения. Вы спросите, зачем тащить обратно на переполненные космические трассы этот утиль? Специалисты хотят сделать нечто фантастическое. Превратить вышедшие из строя спутники в таких себе зомби, подарив им вторую жизнь. Подобный план есть у Европейского космического агентства. Там хотят построить буксир «Райс» массой 3000 килограммов. Из них примерно 800 килограммов придется на топливо. «Райс» обещают запустить в 2028 году, но это будет пробным шагом. После того, как инженеры убедятся, что все системы буксира работают в штатном режиме, он отправится на орбиту захоронения. Там буксир стыкуется с нужным спутником. Буксир зацепится за кольцо цели, которое изначально крепило спутник к ракетоносителю. Далее «Райс» изменит высоту орбиты клиента при помощи своих двигателей. Затем буксир отпустит спутник и отправится на парковку. Она расположена между орбитой захоронения и геостационарной. После того, как специалисты миссии оценят результаты эксперимента, они выберут следующий спутник, продлением жизни которого займется «Райс». Миссия рассчитана на 8 лет, и за это время буксир должен обслужить несколько космических аппаратов. По завершении службы «Райс» вместе с каким-то просроченным спутником-клиентом отправится на орбиту захоронения. Магнитный космический буксир тоже, прежде всего, нацелится на мертвые объекты. Из него готовят отличного дворника, способного усердно очищать от мусора и целых спутников орбиту. В настоящее время для ее уборки специалисты предлагают очень много инструментов, включая роботизированные руки, сети и гарпуны. Теперь исследователь Эмильен Фабахер из Высшего института аэронавтики и космического пространства во Франции добавил в список еще один способ. Буксир с помощью гигантских электрических магнитов будет захватывать отслужившие свое аппараты и убирать их с ключевых орбит вокруг Земли. Самая большая проблема — поймать и закрепить эти быстро падающие объекты, обычно весом в несколько тонн. Магнитный метод, по мнению автора, сможет это сделать с минимальным риском. Когда нужно вывести спутник с орбиты, гораздо лучше держать его на безопасном расстоянии от буксира. Электромагниты позволят аппаратам не вступать друг с другом в прямой контакт, а значит, оба будут защищены от случайных повреждений. При этом сильное магнитное поле будет создаваться с помощью сверхпроводников, охлажденных до криогенных температур. Аналогичным образом магнитный буксир сможет выполнять еще одну важную функцию — поддерживать спутники в групповом полете. Подобные стаи аппаратов сейчас готовят для будущих астрономических миссий или наблюдения за Землей. Если все компоненты достигнут стабильности, Рой сможет действовать как один гигантский телескоп. Такой тип бесконтактного магнитного воздействия работает на расстоянии около 10-15 метров. При этом обеспечивается точность позиции в пределах 10 сантиметров и ориентации в пространстве в пределах 1-2 градусов. Еще одну разработку буксира Blue Ring можно назвать настоящим универсалом. Основной его миссией является развертывание спутников на нужных орбитах. Вдобавок он рассчитан на то, чтобы убирать мусор, проводить захоронение спутников. По словам американских разработчиков, Blue Ring также предназначен для оказания разнообразных услуг по логистике, доставки грузов с околоземной орбиты на Луну и за ее пределы. Предполагается, что Blue Ring будет иметь 12 стыковочных портов, каждый из которых способен принимать грузы весом до 500 килограммов. Верхняя палуба тягача может нести до 2,5 тонн. Буксир будет изменять скорость в пределах до 3000 метров в секунду, что позволит проводить сложные маневры на разных орбитах. Кроме того, он послужит заправщиком для других кораблей. К нему, как к КЗС, могут подлететь и подключаться для дозаправки
различные космические суда. Впрочем, буксир и сам будет получать топливо прямо на орбите. Для этого ему достаточно добраться до более крупного космического заправщика, состыковаться с ним и взять горючее. Только пока неизвестно, какое именно топливо будет использовать Blue Ring. Есть также идея оснастить буксир продвинутым топливом другого плана. Американская электроплазменная ракета ВАСИМР, по мнению экспертов, может быть использована для питания космического тягача. Дополнительные ступени ракетного толчка предполагается использовать для размещения некоторых полезных грузов на более высоких орбитах. Примером может служить Photon Satellite Bus, хотя это пока скорее просто часть ракетной системы, а не космический буксир. Всего с 9 тоннами аргонового топлива она способна совершить полет на Луну, доставив 34 тонны груза с низкой околоземной орбиты на низкую лунную. И если посмотреть дальше в космос, все может оказаться еще более удивительным. Электроплазменный двигатель, по расчетам ученых, способен доставить космический корабль на Марс всего за 39 дней. Иными словами, туда получится добраться на несколько месяцев раньше, чем предполагают другие проекты. Чтобы разобраться в преимуществах этого метода, мы отправимся на Красную планету, но не на борту космического корабля. Нам интересно другое. Компания AD Astra Rocket Company выдвинула очень заманчивое предложение по использованию этой технологии для создания буксира. Сядем за штурвал невероятного тягача, способного забраться в такую даль. Мы доставим грузы, которые очень пригодятся ученым на марсианских станциях, а затем, возможно, и колонистам. У космических буксиров вообще прекрасные перспективы по переправке будущим переселенцам нужных вещей. И наоборот, их сила очень пригодится при транспортировке ценного сырья с различных небесных тел на Землю. Так целые сокровища скрывают астероиды. Буксиры, например, помогут доставить платину с околоземной скалы 211 UW158, кобальт и никель с Нерея, а с Психеи целые горы железно-никелевой руды, где ее в 100 раз больше, чем в земной коре. Луна, как мы знаем, богата чрезвычайно ценным гелием-3, который способен просто залить нас термоядерной энергией при доставке на Землю. Если посмотреть дальше, то на Марсе есть редкие металлы, такие как ниобий. И все это легче перевозить с одного небесного тела на другое на обычных рабочих лошадках, космических тягачах. Возможно, они будут универсалами, способными моментально развернуть в пространстве мастерскую для починки искусственных спутников, зондов и даже звездолетов. Еще более крутыми в будущем могут оказаться космические АЗС. Когда-то, вероятно, небесные танкеры будут даже черпать нескончаемую энергию от звезд или черных дыр, а затем развозить ее в нужные места. Это, конечно, произойдет не скоро. Но и сейчас понятно, что мы недаром понабрались сегодня опыта. Путешествие по космосу в качестве профессиональных ремонтников, водителей танкеров или тягачей вскоре наверняка станет одной из самых топовых тем.